Это приписки, неучтенная миграция и фантазии на местах. Война сильно влияет на демографию, если она, во-первых, идет на территории страны, для которой мы эту демографию пытаемся считать, а во-вторых, если идет массовый призыв, массовая мобилизация мужчин на фронт. Запрет абортов значимо на рождаемость не повлияет. Китай сейчас будет схлопываться демографически. Это будет такая черная дыра. Алексей Ракша, независимый эксперт по демографии, бывший сотрудник Росстата. Привет. Здравствуй, Илья. Давай сразу начнем с актуальных событий. Уже 8 месяцев сегодня, да, вот когда мы записываем, 24 октября, получается 8 месяцев, как идет война. Когда говорили про коронавирус, ты был там один из первых, кто поднял тему там избыточной смертности и показал на цифрах, доказал и много говорил о том, что реальная статистика, она немножко отличается от того, что давали официально. Спустя 8 месяцев можно ли на статистике, на каких-то данных понять, что происходит на фронте в плане потерь? К сожалению, практически нет. Росстат перестал предоставлять подробную информацию ежемесячно о числе умерших по возрасту и полу по однолетним возрастным группам. Сказал, что больше так делать не будем. Поэтому, если мы что-то и узнаем, мы узнаем в июне следующего года, когда будут данные за весь год подробные. А то, что происходит сейчас, я лично узнаю не из демографической статистики, а из телеграм-каналов и из медиазоны и так далее. Те потери, которые вообще публикуют, если даже брать крайние значения, и там официальные, где там говорят, что там несколько тысяч человек мы потеряли, то, что говорят украинцы, где там речь идет о десятках тысяч. Насколько существенны вот в масштабах страны эти потери, их как-то можно будет заметить на цифрах статистики? Ну, если бы Росстат продолжал бы давать ежемесячную статистику подробную, можно было бы прекрасно заметить даже официальные цифры. Но если у нас нет данных по месяцам, будет только за год данные. Опять же, если по подробным данным можно будет заметить. А по общему числу, сколько всего умерло человек, без разбивки там, по причинам смерти, по возрасту, пока еще не очень. Особенно по сравнению с коронавирусом, особенно за весь год календарный 22-й. Кроме прямых потерь, когда мы говорим о том, что на фронте гибнут военные, как эта война скажется в будущем с точки зрения демографии? Самые сильные потери нас ждут в рождаемости и в миграции. Как ты, наверное, знаешь, из России уже убежало очень много, необычно много молодых людей в основном, плюс большая часть из них мобилизована, мы не знаем, сколько из них в живых останется. И плюс все это еще, конечно же, спустя 9 месяцев или больше скажется на рождаемости, которая и так не очень хорошо себя чувствует, мягко говоря. Поэтому последствия будут долгосрочные, но, конечно же, слава богу, несравнимые с Великой Отечественной. Сейчас как раз, пока я готовился к интервью, я смотрел, еще параллельно смотрел новости, то, что пишут, и я вижу, как пропаганда начинает переводить войну в формат народной войны. Да, вот сначала об этом сказал Кириенко, и теперь в итоговых выпусках новостей уже все меньше говорят о спецоперации, все больше говорят именно там о народной войне, поэтому непонятно, как еще дальше это все будет. Слушай, ну давай вспомним события там 41-42 года, когда мобилизовали почти всех мужчин. И я тебе скажу так, что рождаемость упала даже больше не там, где фронты проходили, где были бомбардировки, геноцид и резня. Рождаемость упала сильнее там, откуда мобилизовали мужчин. Например, в таких республиках, как Азербайджан. Рождаемость будет зависеть от того, сколько мужчин призовут и сколько убежит за границу. И пока что это единицы процентов от числа мужчин 20-35. Я вот считал, прикидывал, у меня получается около 4, там, максимум 5% всех мужчин. Либо они уехали, может быть, даже и временно, либо их мобилизовали. Но вот настолько дополнительно, помимо прочих негативных факторов, должна снизиться рождаемость спустя 9 месяцев после начала войны и мобилизации. Что сейчас реально в России с рождаемостью происходит? Ну, она в этом году у нас падает из-за переноса мат-капитала на первого ребенка. Потому что, как мы с тобой понимаем, 9, 10, 11 месяцев назад ничего в России такого плохого особенного не происходило. И ждем ее дальнейшего обвала из-за непоследовательной политики государства. Ты же помнишь про такие программы, как семейная ипотека и там выплата 450 тысяч на ипотеку для тех, кто третьего ребенка родил? Вот, эти программы должны были заканчиваться в конце этого года, 31 декабря, а их продлили только в июне. Ну, можешь сам посчитать, сколько это месяцев. Поэтому жду провала большого по третьим детям и по другим детям в январе-феврале.
плюс начало войны, резкий подскок инфляции, а рождаемость вторых и третьих детей очень сильно зависит от реальных располагаемых доходов населения. У нас инфляция подскочила, доходы упали. Я Росстату не очень верю, что у нас доходы упали на 1-2%. А я думаю, что там скорее цифры 7, 8, 9 и так далее. Ну, соответственно, вот получаем просто идеальный шторм. И плюс это еще на фоне того, что число женщин, которые рожают детей, сокращается на 3% каждый год. Почему сокращается число женщин? Эхо 90-х. С 87 по 99 год число родившихся уполовинилось, сократилось в 2 раза. Мы сейчас находимся в этой демографической яме, как эхо 90-х, и дно этой ямы придется на 2030 год, примерно. Я правильно понимаю, что люди сегодня в основном, судя по тому, что ты говоришь, принимают решение рожать третьего ребенка благодаря вот материнского капитала и другим вот этим вот программам поддержки? Нет, не в основном, конечно. Смотри, программа была введена, если я не ошибаюсь, для тех, кто родил третьего ребенка, начиная с 2019 года, с 1 января. Соответственно, она стала влиять, начиная с 2020 года. Вот начиная с 2020 года она нам принесла примерно 1080-90 дополнительных третьих и последующих детей, которых бы без нее никогда не родились. В 2020 году 20 тысяч примерно, в 2021 примерно 40 тысяч, ну и остаток в этом году. А всего в год у нас рождается третьих детей, последующих 250-300 тысяч. То есть подъем примерно процентов на 15. Это хорошо, 10-15%. И, между прочим, такое же влияние мат-капитала на второго ребенка. Тоже мы получили примерно 2,5 миллиона с 2007 года. Это тоже примерно процентов 10-15. Вот настолько повышается рождаемость вот от таких замечательных программ. Так что не все, но многие. Если говорить про негативные последствия войны в виде там миграции, то, что уезжают люди, да, опять же, даже если брать самые большие оценки, сколько людей уехало, там пишут вот, 1 миллион, да, там 1,5 миллиона. Ну, из них там часть вернется. Но миграция же есть там и в другую сторону. То есть с той же самой территории Украины все равно есть поток беженцев, и он идет там не только в Европу, но он идет и в России. Многие из них, они в России окажутся и там получат российские паспорта и станут гражданами России. Да, такое дело есть, это уже происходило. На самом деле, я тебя хотел поправить, война-то идет не сколько-то месяцев, война идет уже 8 лет, можно сказать. И первая ее фаза, да, вот это вот донбасское обострение, привело к тому, что примерно по миллиону людей убежало на украинскую сторону и на нашу сторону. И вот эти вот миллион постепенно за несколько лет получали наше гражданство. Но, понимаешь, демография, она оперирует не гражданством, она оперирует признаком постоянного проживания на территории. Если на территории России человек находится 9 месяцев или год, практически не выезжает, то он начинает числиться как постоянное население. При этом неважно, есть у него гражданство, нет у него гражданства. И с другой стороны, человек может иметь российское гражданство и в России не находиться там больше 9 месяцев или больше года. И тогда он не должен попадать в постоянное население. И почти все эти люди, да, они осели в России. Сейчас волна беженцев, видимо, как минимум не меньше, но мы не знаем точно сколько. У ООН одни данные, у наших служб другие данные. По разным данным этих беженцев от 800-900 тысяч почти до 3 миллионов и даже больше. Но это же не количество людей, это количество пересечений границы. Особенно вот эта вторая большая цифра, это количество случаев пересечения российской границы извне. Сколько из них пересекло еще раз обратно ее и сколько из них осталось, мы точно не знаем. Но, наверное, да, нижняя, наверное, граница будет 1800. При этом ты сам знаешь, с какими трудностями сталкиваются те, кто хочет уехать. Сколько сегодня населения России? Ну вот до войны, по моей оценке, где-то 141-141,5 миллионов постоянного населения, не считая мигрантов. До войны в интерпретации, как мы начали обсуждать, или потом ты сказала, на 8 лет идет? Как мы начали, да, потому что сначала, скажем так, той фазы войны прошло 8 лет. За 8 лет население России сильно уже успело измениться. Я говорю про этот год. То есть, получается, с официальными данными это довольно серьезно расходится? Где-то 5 миллионов разницы, если не больше, да. Куда 5 миллионов подевалось? Это приписки. Это приписки, неучтенная миграция и фантазии на местах. Зачем нужны приписки? То есть, зачем внутри страны самих себя обманывать и приписывать населению? То есть, мы же ни с кем не соревнуемся по населению больше уже. Во-первых, не факт. Во-вторых, для получения повышенного подушевого финансирования. Очень многие инфраструктурные проекты, очень многие бюджетные расходы часто определяются исходя из подушевого принципа. Ничего здесь удивительного нет. Это во всем мире происходит, Илья. Во всем мире, даже в США ты можешь поднять картотеку судов, и после каждой переписи очень часто местное графство судится с Федеральным бюро переписи, например, о том, что якобы оно не досчитало у них людей. Это нормально.
Но для того, чтобы этого избегать, нужны нормальные суды работающие, нужна система сдержек и противовесов. Местные власти всегда думают и хотят думать и считают, что у них народу больше для того, чтобы больше денег получить или обосновать получение. А федералы всегда пытаются как-то, соответственно, понять, сколько же на самом деле людей живет. Ну и в России этот механизм сдержек и противовесов, поскольку все хуже и хуже работает, к сожалению, и численность населения завышается с каждой переписью все сильнее и сильнее. Последняя перепись, которая была, она была совсем недавно. Объясни мне, что это было, потому что я лично, во-первых, ее не заметил, и мне показалось, это какое-то просто совершенно бессмысленное мероприятие. Вот я не понимаю, зачем проводить перепись населения, тем более в таком виде. По большому счету, к сожалению, это явилось переписью наихудшего качества за всю историю существования России во всех ее ипостасях. Как мы помним, первая всеобщая перепись была в 1897 году. Вот прошлогодняя перепись самая худшая за всю историю. Судя по Леваде, который у нас считается иностранным агентом, в ней приняло участие, по-моему, 55% населения, в то время как в переписи 2010 года, которую я до сих пор считал очень неважно проведенной, в ней участвовало больше 90% населения. И даже перепись 2010 года мне для своих целей приходится править, чтобы что-то посчитать. С переписью этого года работать вообще невозможно. Ее можно просто выкинуть, ее результаты. Она была проведена в самую тяжелую волну ковида, на пике дельта-волны в октябре. Информационное сопровождение было ужасное, никакое совершенно. Ну и менеджмент был просто тоже ужасный. И в итоге сейчас мы начинаем получать результаты, и я вижу, что можно ее просто выкинуть. То есть этими результатами можно подтереться, они вообще ни для чего не годны. Зачем сегодня проводить перепись? Потому что у меня есть ощущение, что про нас уже давно знают, и условно там, ну если не государство в виде государства, то какие-нибудь там IT-корпорации, вроде там Гугла, Фейсбука или в нашем случае какого-нибудь там Яндекса или там госуслуг, они знают просто поименно всех, кто живет в России, всех, кто туда въезжал, всех, кто выезжал, сколько у кого детей, кто какого пола. Ну, то есть я вот захожу на статистику своего Ютуба, и я вижу, что Google мне рассказывает просто все про мою демографию, моей аудитории, там, вплоть до конкретного человека. Вот. И у нее как бы есть там все данные. И складывается ощущение, что это и на уровне государства, и на уровне корпорации вот какие-то объем данных есть, и они довольно точно знают, кто где живет, кто где перемещается, и там с точностью до человека, к чему все вот эти вот бумажные переписывания в сегодняшнем мире. Ну, давай я тебе сразу же приведу пример опровергающий. Если бы так было, как ты говоришь, то мобилизация бы прошла гораздо более гладко и без таких скандалов. Это первое. Да, у разных корпораций есть разные базы данных. Они все неполные, и большинство из них друг с другом несовместимы. Поговори с айтишниками, спроси их, а сколько стоит и сколько нужно времени для того, чтобы склеить 10 разных баз данных, которые изначально не предполагались к склеиванию. Это грандиозные затраты и времени, средств, это дороже и дольше, чем перепись провести. Нужно для начала договориться, какая база будет главной, потом некий идентификационный код присвоить каждому человеку и ввести его еще во все другие базы. Плюс все базы неполные, у кого-то несколько симок, кто-то не пользуется мобильником вообще, младенцы, дети, там, пожилые дети не пользуются мобильниками тоже. Загранпаспорта у нас у 29% населения, поэтому там границы пересекают, соответственно, маленькая доля населения и так далее и тому подобное. Ни в одной базе данных нет полной информации даже по базовым характеристикам, плюс у многих из них есть ошибки, пробелы, дублирование. И если вот поверь, вот люди, которые работают с большим объемом информации, с базами данных, они тебе расскажут столько всего интересного и трудного. Это первое. Во-вторых, перепись задает тебе вопросы, ответы на которые отсутствуют во всех базах данных. Например, твоя национальность, кем ты себя считаешь. Потому что ответ на этот вопрос записывается исключительно с твоих слов, по твоему собственному умозрению, скажем так. На каком языке ты разговариваешь, там, допустим, дома и на работе, и прочее, прочее, прочее. Да, конечно же, у поисковиков есть такая информация по тем людям, которые этим пользуются регулярно. Но это же ведь не все население. А перепись должна быть всеобщей. То есть она должна переписать всех. И, собственно говоря, исходя даже вот из того, что я сказал, ничего нет удивительного в том, что, допустим, в Конституции Соединенных Штатов до сих пор присутствует пункт о том, что перепись проводится каждые 10 лет и является основанием для
подсчета голосов на выборах и прочее, прочее, прочее. Самые передовые страны, скандинавские, постепенно уходят от всеобщих переписей, потому что у них есть замечательно работающий регистр населения. Как раз та самая главная база данных, в которой должно быть о человеке почти все. Там есть его идентификационный код, и все остальные какие-то базы, они подвязываются к этому регистру. Но для того, чтобы это хорошо работало, во-первых, должно хорошо очень работать государство, во-вторых, люди должны доверять этому государству. У нас нет ни того, ни другого, поэтому для нас, к сожалению, пока это такие планы, но эти планы прямо сейчас реализуются. В России создается регистр населения прямо сейчас, потому что, допустим, регистр актов гражданского состояния уже создан. И в этот регистр заносятся все данные из ЗАГСов о рождениях, смертях, браках, разводах, переменах имени, усыновлениях и установлении отцовства, например. Угу. Ну, слушай, это обнадеживает. То, что государство про нас еще не все знает, значит, есть еще возможность пропетлять. Окей, с Россией понятно, что в мире с населением происходит. Перешли ли мы через 8 миллиардов или нет? Да это не так важно. Мы могли перейти через 8 миллиардов в прошлом году, а может быть перейдем в следующем. Погрешность плюс-минус 1% где-то. 1% это 80 миллионов, а 80 миллионов это прирост населения за год. Но это максимум. А он считает, что мы должны пересечь эту границу 15 ноября. Ну, допустим, хорошо, допустим, мы вот пересечем ее 15 ноября. Что происходит? Население мира продолжает расти в основном за счет Африки и слаборазвитых стран Азии в первую очередь. А в таких регионах, как Восточная Азия, Латинская Америка, рост населения быстро замедляется, потому что там достаточно существенно упала рождаемость, и в том числе и за последние годы. Перед миром стоит сегодня проблема перенаселения? Ты знаешь, она или стояла всегда, или не будет стоять никогда, потому что по мере того, как население растет, причем оно растет все медленнее и медленнее, у нас же растут производительные силы, растут какие-то технические, организационные, экономические возможности обеспечивать этих людей. Люди в среднем живут сейчас лучше, чем 10, 20, 30 лет назад, и даже способы получения, допустим, электроэнергии или, допустим, рыбы морской, они тоже меняются. Ты прекрасно сам знаешь, что все больше и больше доля электричества вырабатывается без выбросов углекислого газа, и все больше и больше доля рыбы не ловится, а выращивается. И, конечно же, этот процесс идет слишком медленно. Конечно же, по-хорошему он должен идти гораздо быстрее. Но само движение обнадеживает. В эти сферы идут огромные инвестиции. И я думаю, что если бы у нас было не 8 миллиардов, а 12 миллиардов, то принципиально бы это ничего не изменило. Тогда, закрывая вопрос перенаселения Земли, что ты думаешь про такую довольно популярную, особенно в последнее время, теорию заговора в виде золотого миллиарда? Вначале мы ее часто слышали, когда был ковид. Теперь мы начали ее слышать в том числе там, и от официальных лиц. Там чуть ли не Путин, по-моему, на нее уже ссылался. Но уже в контексте войны в Украине, что вот коварный Запад хочет оставить какой-то вот волшебный золотой миллиард. Что ты по этому поводу думаешь? Насколько это теоретически могло бы быть реальным? По классификации ООН есть развитые страны, а есть развивающиеся. И есть, собственно говоря, богатые страны по классификации World Bank, Всемирного банка и Международного валютного фонда. И, грубо говоря, плюс-минус население что развитых стран по ООН, что богатых стран по вот этим вот Всемирному банку составляет там миллиард плюс-минус 200 миллионов. Там, смотря как считать, то 800 миллионов, то миллиард 200. То есть это люди, которые живут в более богатых, в более развитых странах. И численность их населения практически не растет. Растет очень медленно, и за последние 70 лет выросло там на четверть, не больше. А население всей остальной части земного шара выросло по-моему, в 3 раза или в 2,5 за это время. И это, конечно же, в целом страны более бедные. Но последние пару-тройку десятилетий эта концепция, как я считаю, размывается, потому что все большее число людей и в развивающихся странах живет неплохо, живет все лучше и лучше. Например, явно в Китае уже несколько сотен миллионов людей по уровню жизни живут, в среднем, как, допустим, вот Россия. Да? А Россия входит в число развитых стран по версии Европы, но не входит в число богатых стран по версии Всемирного банка. Концепция, в принципе, конечно, неплохая, но она размывается, потому что еще пройдет несколько пятилетий, и большинство благополучно живущих людей будут жить уже в ныне развивающихся странах. В Китае, в Индии, где-то, может быть, на Ближнем Востоке, в Африке и так далее. То есть доля таких людей среди всех благополучно живущих людей растет, и поэтому, хорошо, будет 2 золотых миллиарда, а потом будет 3 золотых миллиарда. И вообще, в принципе, между странами неравенство сокращается. Внутри стран неравенство часто растет. Поэтому, концепция, скажем так, немного устарела уже.
Основной смысл этой теории заговора, что не то, что 1 миллиард богатые, а остальные бедные, а то, что какие-то злодеи, они хотят на Земле всего 1 миллиард оставить, а всех остальных истребить там, с помощью каких-то вирусов, я не знаю, чего бы то ни было. Ну смотри, бедные развивающиеся страны с быстрым ростом населения сами страдают от того, что у них высокая безработица, действительно перенаселение в трущобах, недостаток инфраструктуры, которая не поспевает за быстрым ростом населения, недостаток, возможно, там, пахотных земель, еще чего-то. Но сами же эти страны с удовольствием бы сократили темпы роста своего населения и для этого пытаются предпринимать какие-то усилия. А развитые страны им в этом помогают. Ну, я не знаю, там, возьмем, для примера, какую-нибудь Нигерию там, или Конго. Ну, в основном это, конечно, Африка. Вот Бангладеш успешно сократил темпы роста своего населения. Но это, опять же, его собственная инициатива, потому что, как ты сам понимаешь, соотношение территории Бангладеш, которое еще и затапливается там почти каждый год, и его население, оно, конечно же, мягко говоря, неблагоприятное с такой плотностью населения. Никакого заговора, конечно же, я здесь не вижу. Это просто совершенно естественное желание как-то оптимизировать развитие. Возвращаясь к Украине, что с демографией сейчас происходит в Украине, особенно после начала активных военных действий в феврале? Ну смотри, даже еще до начала вот этой Донбасской войны население Украины было почти самым старым среди всего Советского Союза, сопоставимым по среднему и по медианному возрасту с Прибалтикой. А сейчас в Украине просто идет катастрофа. Огромные потоки беженцев, вернулись далеко не все. По-моему, 3,5 миллиона не вернулись до сих пор. И, возможно, сейчас еще кто-то уедет. Обвал рождаемости колоссальный. В Украине, между прочим, еще до вот этой активной фазы войны рождаемость была самая низкая среди всех стран бывшего Советского Союза, и население Украины старше, чем России еще до этого всего было. В общем, ну, это пример, наверное, самого неблагоприятного развития, а тем более сейчас война. И смотри, война сильно влияет на демографию, если она, во-первых, идет на территории страны, для которой мы эту демографию пытаемся считать, а во-вторых, если идет массовый призыв, массовая мобилизация мужчин на фронт. Вот если эти два условия соблюдены, война сильно негативно влияет на демографию страны. И Украина как раз вот тот случай. Уже в январе число родившихся было на 17% ниже, чем в январе прошлого года, а это еще было перед войной. Может быть, там, конечно же, какие-то данные не успели дойти из начала войны, но, мне кажется, люди уже чувствовали, понимали, к чему идет, и уже пытались как-то уезжать, рожать не в Украине, а где-то еще. Ну, а тем более сейчас. Я думаю, что большинство тех, кто был беременный, женщин уехала из Украины и рожает где-нибудь в Европе. По крайней мере, ну, я бы на их месте сделал так. Я думаю, что в этом или в следующем году там, рождаемость в Украине будет просто рекордно низкой, но мы, возможно, об этом не узнаем никогда, потому что статистики в Украине нет и быть не может. В таких вот ситуациях статистика плохо собирается, она очень неполная. Судя по тому, что сейчас делает российская армия, судя по тем ударам по критической инфраструктуре, которую наносит, разрушают электростанции, и заявления, которые делают наши официальные лица, ну, лично мне прослеживается план, чтобы спровоцировать новую волну миграции, новую глобальную какую-то волну беженцев из Украины в Европу, чтобы люди, спасаясь от холодов, я там читал различные оценки, там до 7 миллионов человек, они сейчас могут уехать в Европу. Ты тоже сказал, там уже сколько-то миллионов уехало, и они не спешат возвращаться, и понятно, почему они не спешат, да, потому что, ну, еще ничего не закончилось, непонятно, куда возвращаться. Какой процент из этих людей, он останется в Европе, и кто в итоге вернется к себе домой? Есть ли какая-то статистика в этом плане? У нас, опять же, есть количество пересечений границ. И с начала войны, вот с этой фазы острой, число этих пересечений из Украины в Европу превышает 10 миллионов. А в Европе, судя по всему, осталось там 3 с чем-то миллиона. То есть получается, что 2/3 людей вернулось, треть не вернулась. И мы уже видим подъем рождаемости в таких странах, как Польша, возможно, Молдова, возможно, там Румыния и так далее. Я думаю, что с каждой новой волной, если она будет чем-то спровоцирована, все больше и больше процент населения будет оставаться в Европе. И я думаю, что Европа не очень сильно против этого. Может быть, конечно, только Венгрия, как обычно, но я думаю, что Европа будет этих людей пытаться тоже интегрировать и использовать как и рабочую силу, как потребители. Вообще люди — это новая нефть, это выгодно. И тем более культурно близкие люди — это гораздо для Европы лучше, чем как потоки беженцев с Ближнего Востока, которые гораздо сложнее адаптируются и встраиваются в европейское общество.
Поэтому если, опять же, вот то, о чем ты говоришь, будет достигать больших масштабов, то я думаю, что следующая волна будет, опять же, сопоставима с той волной, которая произошла в феврале-марте. Есть ли какая-то статистика, чтобы проследить связь между продолжительностью, вот насколько человек уезжает, и его желанием потом вернуться? То есть сколько времени человек должен быть в изгнании, чтобы вот он уже остался на новом месте? Слушай, если честно, это немножко не моя тема. Тебе нужно поговорить с теми, кто занимается миграцией, Юлия Флоринская, Никита Мкртчян, и с какими-нибудь там психологами, социальными антропологами. Это все, конечно, индивидуально, но такой статистики, даже в Евросоюзе, наверное, такой статистики нет. Я когда лазил по их базе данных, я не видел статистики, сколько у них приезжает и уезжает, в зависимости от того, сколько эти люди уже находятся на территории Евросоюза. Если честно, даже внутри Евросоюза с учетом миграции бардак, потому что у них есть очень много стран небольших, откуда люди массово уезжают, например, Болгария, Латвия, в которых до сих пор непонятно, как учитываются родившиеся от матерей, которые вообще-то всегда должны были проживать в Болгарии, но поехали их рожать в Германию, например, или там поехали туда работать, там родили, и периодически возвращаются в эти страны, чтобы какие-то пособия, может быть, оформить или там пожить еще сколько-то. Чем интенсивнее миграция, тем их сложнее учитывать, и в Евросоюзе с этим проблема. А уж вот тот вопрос, который ты задал, я вообще не уверен, что на него в принципе есть ответ даже у тех, кто занимается вот именно миграцией. Интересно посмотреть, как это зависит от уровня образования, от каких-то уже личных данных. У меня есть ощущение, что те, кто более талантливые, умные, там, предприимчивые, они быстрее устраиваются и с большей вероятностью останутся, например, в той же самой Европе, а те, кто устроиться не смог, ну, делать нечего, они потом возвращаются домой, и это должно как-то отразиться, по идее, на качестве, я не знаю, какой правильно подобрать термин. Миграционный отбор. Это называется не естественный отбор, а миграционный отбор. Давление миграционного отбора, да, то есть лучшие уезжают, устраиваются на новом месте, да, люди, скажем так, не настолько квалифицированные, испытывают больше трудностей и с большей вероятностью возвращаются. Но ты сейчас поработал кэпом, собственно говоря, это и так очевидно. Да, при этом для России мы видим такую же проблему. Да, я думаю, что Россия потеряла в экономическом смысле за эти 8 месяцев больше, чем в демографическом. Потому что абсолютные числа уехавших пока что не такие катастрофические. Но уровень образования, квалификация, там, доходы этих людей, их перспективы совокупно – это большая часть будущего России. Это она, вот, к сожалению, уехала. Если говорить про будущее России, через сколько лет мы заметим вот те проблемы, которые сегодня они зарождаются? Когда они прям вот наиболее сильно ударят? Я уже жду статистику по рождаемости за декабрь. А потом, естественно, за январь, за февраль. И вот это уже, я думаю, должно быть шоком для тех, кто особо за ситуацией не следит. Следующая волна, обвал, это будет июль-август, опять же, по рождаемости. Ну а по смертности, я уже сказал, мы можем ничего и не узнать. Если масштаб войны сильно не вырастет, то вряд ли мы что-то сильно... Ну, мы можем, конечно, что-то оценить, но вот сейчас идет мобилизация, и мы видим, что и количество погибших по альтернативным источникам стало быстрее расти, и понятно, что и новости эти появляются. И если статистику не закроют, как в Беларуси произошло, в Беларуси закрыли статистику вообще всю, то мы, конечно же, об этом узнаем. Но у меня есть опасения, что статистику закроют, и тогда для меня в России вообще делать нечего будет. Проблемы с демографией, с рождаемостью в России были они до войны. С точки зрения государства, что нужно делать, чтобы эту ситуацию исправить? Вот у нас, кроме материнского капитала, да, по-моему, никаких программ таких особо и не было. Если бы тебя пригласили советником там, нового президента и сказали, слушай, давай сделаем какую-нибудь программу, надо исправлять, вот, как-то переламливать, чтобы вот, решать вопрос с рождаемостью. Ну, не только с рождаемостью, но давай с нее начнем, да, поскольку это все-таки моя тема. Во-первых, мат-капитал нужно на второго ребенка сделать 1 000 000 рублей безусловный, на третьего 1,5 миллиона. И при этом нужно что-то сделать с рынком жилья, потому что эти деньги идут на рынок жилья, который монополизирован, который весь коррупционен, и просто раздувают там цены. То есть необходимо резко увеличить предложение на рынке жилья.
Причем не только, конечно же, первички, но и вторички и так далее. То есть главное, чтобы вот эти деньги, мат-капитал и прочие вещи, вот 450 тысяч на ипотеку, кстати, зря ты ее забыл, опять хорошая программа, они должны идти не только на первичку, на вторичку, не только на квартиру, но и на дома, и не только на покупку и там, на ипотеку, но и на долгосрочную аренду и так далее. То есть максимально гибкой могли бы быть использованы. Это первое. Второе, возможно, стоит подумать о безусловном базовом доходе на каждого ребенка до достижения совершеннолетия в размере хотя бы одного прожиточного минимума. На это нужно примерно 4 триллиона рублей в год. Это примерно 3-3,5% всего нашего ВВП. Это, конечно же, огромные деньги, и это примерно будет 12-15% всей расходной части бюджета. Но тогда Россия, во-первых, и будет иметь рождаемость со временем, как во Франции, не ниже, а во-вторых, может иметь право называться социальным государством. И, кстати, я был на самом деле удивлен, но уже в следующем году на вот цели пособий на детей для бедных семей будет выделен 1 триллион рублей дополнительно в следующем году. Это прям вот какой-то сдвиг большой. Но почему-то чиновники пытаются называть это демографическими мерами, а это социальные меры. И это огромная ошибка путать друг с другом вот эти вот разные направления. Это вообще разные вещи. Но хорошо хотя бы это. Вот. Что касается смертности, нужно удвоить расходы на здравоохранение. У нас они не достигают и 4% ВВП, насколько я знаю, в консолидированном бюджете. А такой более-менее нормальный, адекватный уровень для России 8%. И если эти деньги будут грамотно расходоваться, то мы сможем достаточно быстро снижать смертность и от рака, и от сердечно-сосудистых заболеваний. Но еще быстрее она и практически мгновенно снизится, если у нас вдруг крепкие напитки и сигареты станут стоить значительно дороже и труднее станут быть доступны, как, допустим, в той же самой Скандинавии. Ты наверняка знаешь, что в Скандинавии, во-первых, крепкий алкоголь дорогой, во-вторых, его не так просто купить. Вот. Ну, к примеру, в первый же полный год Горбачевской антиалкогольной кампании умерло на 200 тысяч человек меньше. А продолжительность жизни подскочила на 2,5 года за один же год, и у мужчин на 3,5 года. Прям, а в первые 5 лет умерло на 1 миллион человек меньше. Правда, они потом при Ельцине не умерли, эти люди, потому что получили свой дешевый спирт рояль, как они считали, очень качественный и так далее. Ведь дело, ты понимаешь, дело не в качестве алкоголя, который трудно измерить, а в его количестве, в единицу времени на одного человека. Этиловый спирт – суть яд. Поэтому доступ к наркотику должен быть затруднен, ограничен, наркотик должен быть дорог и труднодоступен. То же самое касается сигарет и табака. Кстати, помнишь внедрение ЕГАИС 2006 год, когда были перебои с акцизными марками в рознице? Да. В тот год умерло на 174 тысячи человек меньше, и с того года в России быстро растет продолжительность жизни. Это справка о том, как можно быстро снизить смертность в России. Вопрос, будет ли это популярно и политически ли будет это пройдет, да, то есть это, конечно, вопрос другой. Почему-то у нас власти считают, что пусть народ бухает, но лишь бы был добренький и не задавал лишних вопросов. Вот. Ну и касательно миграции, у нас же есть замечательная программа переселения соотечественников. Ты наверняка тоже про нее слышал. И ты наверняка слышал фильмы про наших, допустим, староверов, да, которых к нам на Дальний Восток приглашают из Южной Америки и так далее. Вот эта программа в России до ковида давала 100 тысяч человек каждый год. Вот, конечно же, нужно вкладывать деньги в эту программу, нужно не ограничивать возможность поселиться какими-то отдельными регионами, областями, нужно, чтобы люди могли выбирать, где в России они могли жить. Может быть, кроме Москвы и Питера. И плюс нужно, конечно же, открывать, строить школы и, может быть, даже детсады, где преподают русский язык, культуру в странах Средней Азии, потому что фактически только Средняя Азия осталась единственным регионом мира, откуда к нам до сих пор массово люди едут. Потому что либо в остальных регионах недостаточное количество населения, либо не такие сильные культурные связи, либо демография тоже плохая, как и у нас. Так, ты сказал сейчас страшную вещь для тех, кто не любит Горбачева, что его антиалкогольная кампания имела успех, потому что как бы бытует мнение, что наоборот это чуть ли не главное было его преступление с антиалкогольной кампанией, что вроде как там народ начал там просто травиться, пить все подряд, и это унесло там гораздо больше жизни, чем унес бы вот алкоголь, если бы он был нормальный, доступный и чистый. Да, это колоссальное и очень вредное, это смертельное заблуждение о том, что якобы такая некая паленая водка, это что-то такое очень вредное, от чего люди умирают сразу, а вот, мол, от легальной хорошей водки, да, люди не умирают. Нет. Дело в количестве этилового спирта на килограмм живого веса в единицу времени. Вот и все.
Этиловый спирт есть этиловый спирт. И вот если ты помнишь фильм Пивоварова про оренбургские отравления, да, метиловым спиртом, вот эти вот, я был в бешенстве, потому что это неприкрытая реклама легальной водки, и в качестве эксперта они позвали просто алколоббиста, они позвали представителей отрасли. Это то же самое, что пригласить, я не знаю, героинового талиба куда-то, да, говоря о проблемах героиновой наркомании. Поэтому да, кстати, и рождаемость выросла спустя 9 месяцев на 8% после введения антиалкогольной кампании. В основном за счет вторых и последующих детей. То есть прирост был не только из-за смертности, но и из-за рождаемости, прирост населения. Поэтому, опять же, ничего здесь нового не придумано. Россия должна идти путем Скандинавии, стран Северной Европы, которые с этой проблемой за 100 уж лет вполне неплохо справились. И сейчас мы видим, что смертность мужчин в таких странах, как Швеция, Норвегия, одна из самых низких вообще во всем мире. Продолжительность жизни мужчин в Швеции и Норвегии достигает 81 года. Это, между прочим, почти столько, сколько в Японии. Да, но там еще, помимо всего прочего, еще много других есть отличий. Там они в равноправии далеко продвинулись. Это тоже очень важно, слушай. Об этом нужно поговорить, да. То есть это вот порыв рубахи на груди, фразы «в жизни всегда есть место подвигу», там «подержи мое пиво», да, вот это все, это отражение, скажем так, мужской вот этой бравады, этой мускулинности, оно очень вредно, оно очень плохо влияет на мужскую смертность, естественно. Потому что вот такое поведение, низкая ценность собственной жизни в итоге, конечно же, выливается в повышенную смертность. Потому что вот такой вот человек, который думает, что в жизни всегда есть место подвигу, такой вот героический человек, он героически часто и к форчуне ходит, допустим, и какие-то другие рискованные вещи совершает, и за рулем более героически себя ведет, к сожалению, и прочее, прочее, прочее. И это большая проблема. Вот этот, скажем так, культурный код, вот его нужно перепрограммировать в России. В общем, если я увижу антиалкогольную кампанию в России, то я сразу пойму, что тебя позвали советником президента. Причем, смотри, важно еще отличать крепкий алкоголь от некрепкого. Потому что именно за счет того, что в пиве и в вине просто меньше алкоголя содержится, их пагубное влияние на смертность практически не доказано. Много есть исследований, и практически ни в одном из них нет какой-то вот макросвязи между потреблением пива, вина и смертностью. А вот между потреблением крепких напитков и смертностью связь очень тесная, прямая и сильная. Поэтому, да, важно еще различать крепкий алкоголь и некрепкий. Допустим, в Казахстане время продажи крепких напитков заканчивается в 21 час, а некрепких в 23 часа. Я считаю, это лучше, чем у нас, это более грамотная политика, например. Я правильно понял, что ты сейчас, чтобы ты не выглядел как реклама пива и вина, что ты сейчас говоришь про смертность непосредственно во время застолья, а не про развитие хронических заболеваний, которые вызваны с регулярным употреблением алкоголя? Нет, я говорю про всю смертность. Потому что если, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания и потребление алкоголя, они просто вот практически синхронно кривые ведут себя. То есть у нас в Минздраве даже утверждена и используется методика косвенной оценки потребления неучтенного алкоголя по общей смертности среди мужчин. Можешь себе представить? И это утверждено, все, это уже используется. То есть специалисты, и я их прекрасно понимаю, я их поддерживаю, они используют это как метрику. Можешь себе сам представить. А понятно, что алкоголь никакой не полезен. И любые дозы алкоголя плохие, да, вредны. Но именно к смерти приводит потребление большого количества за какое-то время. И такие вещи, как, допустим, цирроз печени, рак пищевода и прочие хронические дегенеративные заболевания, они, конечно же, могут приходить не сразу, а спустя годы, десятилетия вот такого пагубного употребления. Но, как правило, вот такое пагубное употребление, опять же, касается именно больше крепких напитков. Поэтому тут важно, конечно, еще и паттерны, культура потребления. Почему, допустим, мы знаем, что в Чехии объемы потребления пива в Германии гораздо больше, чем в России. В Южной Европе гораздо больше пьют вина, чем в России. Но в Южной Европе продолжительность жизни мужчин тоже за 80 лет. А в Германии, в Чехии 78, 76, 79. А в России 68, в ковид 65, вот, допустим. Да? Почувствуйте разницу. То есть, опять же, важно объем потребления именно крепкого алкоголя, паттерна употребления. И я считаю, что акцизы нужно ускоренно поднимать именно на крепкий алкоголь.
И параллельно еще жестче бороться с промышленным самогоноварением, нелегальным оборотом спирта и контрабандой. Мы упомянули Скандинавию, коротко своим зрителям объясню. В Скандинавии, в Исландии, в Финляндии, в Швеции, в Норвегии, в Дании, там продажа алкоголя, она монополизирована государством. В супермаркетах можно продавать, там, по-моему, только до 5 градусов, то есть только легкое пиво. Даже вино только в специальных магазинах, которые имеют довольно такой тяжелый для потребления график работы. Они не работают там часто в выходные, и там в зависимости от города, от региона, там закрываются в 6, а иногда там и раньше. Вот, и то есть купить алкоголь, ну, во-первых, действительно, это намного дороже, чем в остальной Европе. Во-вторых, это там действительно проблематично. Вот так вот спонтанно купить на вечер бутылочку вина, если ты заранее об этом не подумал, не получается. Остается только пиво. Ну, прекрасно, так и надо у нас сделать. Окей, тогда возвращаясь к Европе, вот смотри, ты назвал здесь ряд каких-то мер с точки зрения демографии. Какая страна Европы наиболее успешна вот в плане рождаемости? Они там предприняли... Франция. Франция, вот, да. Исландия. Исландия, потому что я как раз хотел спросить, почему вот эти скандинавское счастье, скандинавские страны, несмотря на то, что у них такие все замечательные социальная политика и такая низкая смертность, и алкоголь они не продают, где вот этот бум рождаемости, почему Норвегия до сих пор не самая населенная страна Европы? В Норвегии очень большая иммиграция, кстати. Это во-первых. А во-вторых, да, вот в последние годы рождаемость в Норвегии и Финляндии сильно упала, ты, наверное, слышал про это. Но мы пока не знаем, это навсегда, надолго или это скоро закончится. Но в целом до сих пор, смотри, рождаемость в северо-западной части Европы намного выше, чем в юго-восточной. То есть есть некий кластер стран, в которых вот когортная рождаемость реальных поколений заметно выше, чем в России, допустим. Это у нас Швеция, Дания, Великобритания, Исландия, Ирландия, Франция. Вот, это вот страны, в которых на одну женщину в среднем реального поколения приходится 1,8-2,0 ребенка. В России мы не смогли достичь 1,8 даже для поколения 85-87 года рождения, а потом снова вниз пошло. Есть еще хороший кейс Чехия. В Чехии тоже на одну женщину где-то 1,7 и практически не падает. И во всех этих странах рождаемость первых и вторых детей выше, чем в России уже. И я считаю, за счет чего? За счет очень хорошего развития сети яслей детских садов, то есть детских дошкольных учреждений, за счет очень низкого неравенства, индекс Джини низкий там, ну, кроме Великобритании, пожалуй, да, плюс обильная и действительно помогающая социальная политика, то есть государство много расходует денег на семейную политику, на помощь, да, на инфраструктуру и прочее, прочее, то есть социальное государство благополучно. И вот в этих странах рождаемость первых и вторых детей практически самая высокая среди всех развитых стран. То есть доля женщин, которые остались бездетными, и доля женщин, которые ограничились только одним ребенком, вот, судя по всему, в Норвегии, в Швеции, в Исландии, во Франции, она, видимо, самая низкая среди всех стран развитых с хорошей статистикой. Вот, пожалуйста, тебе прямое подтверждение того, как важно социальное государство. В противоположность этому на юге Европы, там, в таких странах, как Испания, Италия, Греция, Кипр, рождаемость очень низкая и практически самая низкая в Европе. Поэтому Европа, она так вот разделена. Есть еще, конечно, Восточная Европа, есть Румыния, Чехия, где еще до сих пор достаточно сильны традиции, такой традиционный взгляд на вещи, а при этом эти страны стали намного лучше жить после вхождения в Евросоюз. И там рождаемость тоже очень неплохая в последние годы. И Россия, наверное, ближе к ним находится, потому что, опять же, у нас к 2015 году рождаемость была очень-очень неплохой. Мы вошли в десятку лидеров по Европе из 50 стран. Но, видишь, сейчас откатываемся. Сейчас у нас рождаемость в этом году, ну, примерно как в Евросоюзе. Причем это происходит уже несколько лет. То есть вот на протяжении там, пары-тройки последних лет наша рождаемость в России в целом, в среднем, примерно такая же, как в Евросоюзе, плюс-минус, только она гораздо моложе при этом. Если посмотреть, например, там, на карту мира, то мы увидим, я просто посмотрел вот разные вот эти вот красивые цветные карты, где и там коэффициент рождаемости, и сколько там на 1000 человек там рождается детей в год. Европа и Россия, они все примерно одинаковы, в такой вот, на самом дне в плане мира. Да, понятно, что самая высокая рождаемость в Африке, где, опять же, нету абсолютно никаких вот этих вот замечательных социальных программ. Тут есть понятие первого демографического перехода и второго демографического перехода. В Африке идет только первый демографический переход. Там только не так давно снизилась смертность, а рождаемость еще не успела сильно снизиться.
и снижается достаточно медленно. То есть культурные нормы, установки людей так быстро не меняются, как идет переход каких-нибудь там пенициллинов или других антибиотиков в повседневный быт. То есть дети уже перестали массово умирать, а до людей еще не дошло, что не нужно рожать впрок. И еще и культурные нормы остались такие же, на многодетность и так далее. Поэтому, ну да, Африка — это вот такой арьергард человечества, население которого этого региона вырастет еще там в 2-3 раза минимум, а то и больше. Но если ты посмотришь на такие страны, как Китай, Корея, в этих странах самая низкая в мире рождаемость, например, уже. Хотя буквально еще лет 30 назад люди боялись, что китайцы заполнят весь мир. Так вот, это уже второй демпереход. А когда у тебя второй демпереход, люди уже к его началу рожают мало. И вот внутри этих стран, внутри этой группы стран, которые уже более или менее развиты, там очень важно, чтобы была социальная поддержка, социальная политика, чтобы государство было большое. Ты знаешь, да, по концепции малого государства и большого государства. Ну, то есть малое государство, оно самоустраняется, как в США, а большое государство, как в Скандинавии, оно и много налогов собирает, и много налогов перераспределяет, отдает. Вот в странах, где государство большое, как правило, рождаемость первых и вторых детей выше, потому что меньше неравенства, люди друг на друга смотрят, они не завидуют друг другу, они понимают, что среда благоприятная, что можно рожать. Можно рожать и даже если мужа нет, и если мужчины нет, женщине можно рожать, например, да. И как-то они понимают, что государство их поддержит, что они бросят, что они не останутся на улице, что у них будут какие-то пособия даже в худшем случае. А, допустим, вот до сих пор Китай, США — это такой более дикий капитализм. И рождаемость США, она до сих пор еще относительно высокая за счет третьих и последующих детей, а не первых и вторых. И тут мы начинаем понимать, а что же нам нужно для того, чтобы поднять рождаемость первых, вторых, там, третьих и прочее, прочее, прочее. То есть совершенно разный набор мер. Но, к сожалению, наши чиновники это не очень хорошо понимают наверху. Может быть, России надо вернуться к первому этому демографическому переходу и сразу вырастет рождаемость без всяких социальных программ. Илья, смотри, я был в Госдуме несколько раз на круглом столе вот такого одиозного депутата Федорова. Ну, ты наверняка про него слышал. Да. Вот, и он приглашал таких экспертов, и у меня просто уши в трубочку сворачивались. Эти эксперты говорили, вот, нужно там у баб отобрать айфоны, презервативы, все отобрать, их в избу на месячные запирать, как в 19 веке делали, и тогда у нас рождаемость будет 7 детей на женщину. Вот уровень мышления этих людей. Давай все-таки мы серьезными лицами не будем это обсуждать. Понятно, что это не вопрос, но раз уж ты вспомнил вот различных дураков, периодически можно услышать историю про запрет абортов. Да, и надо их как-то запрещать. Надо ни в коем случае вообще всем этим там не заниматься. Ужас, не богоугодное дело и как-то так. Что ты думаешь про запрет абортов? Есть, может, там твое личное мнение, если не профессиональное. Запрет абортов значимо на рождаемость не повлияет. Во-первых, число искусственных абортов с 1988 года снизилось больше, чем в 10 раз. Продолжает быстро сокращаться, примерно на 10% каждый год. Абортная культура из России, слава богу, ушла. И более того, в России уровень абортов среди молодежи вообще чуть ли не средний по Евросоюзу уже, потому что до сих пор у нас аборты — это больше случаи замужних женщин в возрасте старше 25 лет, а не молодых девушек, как, допустим, вот в Штатах и в Европе. Запрет абортов влиял на рождаемость в 20 веке, там, в Советском Союзе в 1936 году, там, в Румынии в 1966 году. Но мы сейчас видим по совершенно разным странам, что там разрешение абортов, запрет абортов в 21 веке на рождаемость не влияет. То есть, по большому счету, люди, во-первых, умеют планировать свое рождение. Почти все дети, большинство детей подавляющее являются запланированными. А во-вторых, если вдруг аборты запрещены, то часть женщин пытается уехать в ту страну или на ту территорию, где они разрешены, а часть делает подпольно аборты. И их никто никогда не отменит. Проконтролировать это полностью невозможно. И это просто приводит к небольшому росту смертности среди женщин и там, каким-то медицинским проблемам потом у них. Поэтому эта дискуссия, она морально-нравственная. Я прекрасно понимаю людей, которые за это борются. Лично я против ничего не имею, но я бы не стал этого делать. Я считаю, что просто должен быть выбор. И просто государство должно давать, скажем так,
не только право выбора, но и прикладывать какие-то усилия по обеспечению женщин, материально в том числе, если вдруг они что-то там решат. То есть не пытаться их как-то на них давить, а пытаться им помогать. Тогда абортов будет еще меньше, их число будет сокращаться еще быстрее. Стоит ли России бояться миграции? Если посмотреть нашу пропаганду, у нас пропаганда часто любит пугать нашего телезрителя, что, мол, посмотрите, что происходит во Франции, мол, посмотрите, что происходит в Германии, там, Великобритании и так далее. Америку они не показывают, поскольку Америка традиционная страна мигрантов. Вот, и какой вот у них ужас, да, к ним сейчас приехали все из Африки, приехали к ним там не пойми откуда, и вот какой кошмар, где те настоящие французы. И у многих людей в России есть, я вижу такой прямо страх перед миграцией, что нам вот нужно как-то сохранять наш вот русский такой мир, оградиться заборами, всех выгнать чужаков, и будем вот мы здесь вариться в собственном соку. Возможно, это в современном мире, и стоит ли нам бояться миграции? Ну, скажем так, оградиться забором, вариться в собственном соку, это просто будет ускорять деградацию, это раз. Во-вторых, я, наверное, тебя хотел спросить, а что же происходит во Франции, в Германии, в других странах? Что там, ад и Израиль, что ли? Что там происходит, Илья? Ты там путешествуешь, не я, расскажи. Так, неужели так все плохо? Во-первых, я бы не стал Израиль сравнивать с адом. Это выражение такое, это поговорка. Кстати, в Израиле фантастически высокая рождаемость. Это уникальная страна, которая имеет необыкновенно высокую рождаемость для своего уровня развития. За счет, сам понимаешь, кого? За счет ультрарелигиозных евреев. Это абсолютно уникальная страна, и я у себя в разных там в каналах, в чатах, везде регулярно натыкаюсь на предложение: давайте сделаем как в Израиле. Но волевым, конечно же, усилием так сделать нельзя, но можно просто помогать как нашим православным общинам, потому что 2% воцерковленных сильно людей рожают 4% всех детей в России. Через поколение это будет, соответственно, 4% и 8% и так далее. Но это очень-очень длительный процесс, и рассчитывать на него вот так вот на ближайшие годы точно не стоит. Это так, мы отвлеклись. А по поводу миграции вопрос в интеграции, то есть насколько мигранты успешно, быстро интегрируются в обществе. Насколько они быстро учат язык, воспринимают культуру народа, насколько они становятся экономически успешны и так далее и тому подобное. И Россия здесь, конечно же, мягко говоря, не лучший пример, потому что у нас и ксенофобия достаточно высокая в обществе, и мигранты в основном у нас работают на низкооплачиваемых профессиях и живут обособленно в анклавах, плохо интегрируются в российское общество. Поэтому да, политически и социально повышенный объем миграции вызовут в России социальное напряжение и в политическом плане являются рискованными. Поэтому повышенных объемов миграции в России я не думаю, что можно ожидать. Ну, хотя у нас есть строительное лобби, которое постоянно пытается пропихнуть какие-то вот эти вот сильно облегчающие законы, но чем хуже в России будет экономическая ситуация, тем меньше будет инсентива, да, то есть побудительных мотивов для мигрантов работать в России, а не, допустим, в Турции. В Турцию все больше и больше едут среднеазиаты, то есть пропорции миграции трудовой, и не только трудовой, из Средней Азии в Россию и в Турцию, они в последние годы постоянно сдвигаются в пользу Турции, например. А есть еще Китай, еще более, не то, что более развитый, развивающийся, и среднеазиаты массово в Китай не едут лишь из-за геноцида уйгуров, из-за страха вот этого, скажем так, не очень близкого культурного там поля. Но в целом за мигрантов скоро в мире будут не то что воевать, но конкурировать. Вот уже я вот в 2009 году в Гуанчжоу в автобусе ехал и видел там несколько темнокожих, а потом прочитал, что уже в 2010 году в Гуанчжоу было 100 тысяч африканцев, мигрантов. Да? Китай сейчас будет схлопываться демографически. Это будет такая черная дыра. Ему будет сильно не хватать людей, и он будет отовсюду к себе импортировать мигрантов. Китай будет страна мигрантов, если он, конечно, не закроется. Иначе он там просто у себя сгниет, потому что рождаемость в Китае самая низкая среди всех крупных стран сейчас. Интересный момент. Можно посмотреть, как сейчас отношение разных стран к людям, кто уезжает из России. На мой взгляд, это довольно ценный ресурс, потому что уезжают, в первую очередь, у кого есть деньги, уезжают предприимчивые, уезжают там активные. То есть это не трудовые, там плохо образованные мигранты, которые
которых надо как-то там сложно интегрировать, и, может быть, не такой будет эффект на экономику, а из России уезжает, на мой взгляд, довольно ценный вот такой человеческий капитал, и, казалось бы, за него должна идти борьба. Но мы видим, что многие страны, они пытаются, наоборот, как-то оградиться, а кто-то, наоборот, как, например, Казахстан, мне кажется, они увидели в этом потенциал, и, наоборот, там они делают какие-то упрощенные программы, чтобы люди к ним ехали. Вот интересно, как это, опять же, изменит потом эти страны. Давай так, я не буду обсуждать политику и антропологию, но я тебе скажу так, казахам с их рождаемостью совершенно не страшно принять несколько сотен тысяч русских. Потому что доля русских в Казахстане в 60-е годы была больше, чем казахов, а сейчас русских там осталось 15% всего-навсего. И рождаемость у казахов в 2 раза выше, чем у русских. В среднем в Казахстане на одну женщину приходится 3 ребенка, а у казахов 3,5. А у русских 1,5, как в России. Если мы возьмем Казахстан, при одних и тех же социальных условиях, я так понимаю, да, там никто не обделяет русских, никто им там не платит меньше пособия. Почему русские в 2 раза меньше, чем казахи в том же Казахстане рожают? Ну, почти в 2 раза меньше, причем больше, чем в России. Но как бы все равно, да, но это культурный код. Это, во-первых, религия, это традиция, это культурный код. Плюс я думаю, что у казахов до сих пор сидит память о том страшном голоде 1933 года, когда очень много из них погибло, много откочевало за границу. Плюс они помнят освоение Целины, когда очень много русских приехало, и украинцев к ним. И как-то у них где-то в очень какой-то глубокой подкорке сидит, что вот мы должны держаться, нас должно быть много. Казахстан огромная страна с огромной территорией. По-моему, она входит в 10 по территории мира, да, а население всего 19 миллионов. Но если вот так дальше пойдет, то уже буквально через там, 30-40 лет казахов будет почти в 2 раза больше. Давай посмотрим на диаграмму Инглхарта, да, то есть ценности самореализации либо выживания, да, там и материально, нематериально, где там находится Казахстан, где он и куда он там движется. И даже если мы туда посмотрим, все равно вот такой высокую рождаемость в Казахстане не так уж и просто объяснить. Ну, это значит, остаются культурные какие-то традиции, национальные особенности. Вообще в Средней Азии рождаемость в последние годы растет. Вот в Узбекистане тоже Каримова на Мирзиёева поменяли, и рождаемость сразу стала расти. Причем у первых и вторых детей. То есть, видимо, экономическая ситуация сильно улучшилась, и люди стали реализовывать те намерения, которые они не могли реализовать при Каримове. Но уровень многодетности, там, особенно пятых последующих детей, в Узбекистане уже ниже, чем в России. Это означает, что, скорее всего, как ни странно, у узбеков рождаемость в итоге будет ниже, чем у казахов. Это очень-очень интересно, потому что всю предыдущую историю было наоборот. И вообще в демографии интересно именно фактология. Не только вот законы, какие-то закономерности, но и фактология. У людей в мозгах очень часто сидят какие-то прошлые какие-то вот эпохи. Они мыслят событиями там 30-40-летней давности, и понятно, что они не обязаны следить за новостями, да, но происходят какие-то сдвиги, происходят какие-то новые события, и за этим всем следить, конечно, жутко интересно. Если мы посмотрим в будущее России там, лет на 50, на 100, с точки зрения демографии, каким будет это будущее? Но если будущее будет... Да, если мы не уничтожим весь мир сейчас, да, вот если все-таки что-то будет. То население России будет меньше, старше и более концентрировано в крупнейших городах и на европейской территории страны. Собственно говоря, эти тенденции, они с 90-го года так и идут. Но, опять же, загадывать на 50-100 лет – это, по большому счету, некое научное упражнение, такая вот спекуляция. Конечно же, хорошо, что такие прогнозы есть, но я бы дальше, чем лет на 20-30 вперед не загадывал. Население России пока что в ближайшие 15 лет запрограммировано сокращаться, к сожалению. Вот рождаемость у нас тоже падает, видимо, и очень низко упадет из-за вот этих событий всех. Смертность, вот, слава богу, ковид закончился, практически смертность возвращается в норму и будет дальше снижаться, но это не поможет нам сильно. Ну и с миграцией, видишь, тоже в этом году, видимо, по факту мы получили впервые с 70-х годов отрицательное сальдо миграции в Россию. Тоже вот. Поэтому очень многие демографические тренды могут быть поломаны войной. Сперва ковидом, потом войной, событиями, которые происходят раз в столетие. Да? Поэтому очень многие прогнозы сейчас можно уже выкидывать. Но хотя вот на сайте Росстата висит до сих пор еще тот прогноз, который делала группа под моим руководством, и там по рождаемости, между прочим, прогноз до сих пор практически очень неплохо сбывается. Вот прям можно зайти и посмотреть на него. Вот. Но дальше, я думаю, будет хуже, чем в этом прогнозе. Реально. На этой оптимистичной ноте, что дальше будет хуже, мы закончим. Спасибо большое. И тебе спасибо, да. Пока-пока. Пока.